Всем здравствуйте, меня зовут Сибирика и добро пожаловать на мой канал. Девчонки, сегодня ваше любимое гадание «Будущий муж». 3 варианта. И прежде чем я начну гадать, хотела вам немножко подсказать, рассказать. Может, кому-то нужно будет. Прошу прощения за мой голос, что он садится. По поводу камней натуральных, по поводу защиты. Значит, что я использую сама, потом вам и расскажу. Днем я ношу такую подвеску из розового кварца и лунного камня. Розовый кварц — это у нас душа, сердце, любовь, все такое приятное. Лунный камень — это защита в первую очередь. На мне это работает как магическая защита, но он больше не защита, он оповещает, то есть по плохому самочувствию и так далее, что идет какое-то магическое воздействие. Это вот я ношу днем, а браслетик из натурального черного агата я ношу ночью. Почему? Потому что с ним удобно спать. Но сейчас такое время, когда мне он нужен. Когда он не нужен вам ночью, все украшения ночью с себя снимайте. И снимайте их не просто так. Например, если днем вы носите подвеску, перед сном вы эту подвеску ложите в соль. Для чего? Чтобы камни очищались. Чтобы все, что на себя набрали, они оставили в соли. И также утром сняли браслет, положили в соль, одели свои дневные камни. Это простая защита, простые камни, очень дешевые, на Вайлдберрисе, на Озоне. Но я на Вайлдберрисе брала. Очень дешевые и очень простая защита, но очень действенная. Итак, девчонки, если у вас какой-то недружный коллектив, какие-то завистливые глаза, нехорошие слова, ну, вот такой браслетик или лунный камень. Это просто почему-то мне захотелось вам об этом сказать. Значит, кому-то нужно, да? Так, когда приобрели эти камни, их, в принципе, активировать никак не надо. Камень на теле, он начинает работать. Но если вы чувствуете какую-то необходимость в активации этого камня, бывает разное. Если вы чувствуете, что вот камень нужно как-то заставить работать, бывает такое ощущение, ну тогда церковная свеча, поводили над свечой, прочитайте какую-нибудь молитву на защиту и надевайте. Если чувствуется такая необходимость. Если этой необходимости вы не ощущаете, значит, просто надевайте камень, и он уже работает. Что хочу сказать, эти камни никому в руки мы не даем. Не потрогать вот это вот, когда девушки видят какое-то украшение, подбегают, начинают хватать руками, а что это у тебя здесь такое? Ни в коем случае не позволяйте трогать ваши камни. Ваши камни работают с вашей энергией, и камням чужая какая-то энергия абсолютно не нужна. Ну вот такое отступление. Кому-то нужно было, наверное, девчонки. Итак, не забываем, важная такая информация, не забываем, что общие расклады – это общие расклады. В одном раскладе может звучать информация для большого количества людей. И эта информация обрывками. Учитесь слушать свою интуицию. Учитесь ощущать вот это принятие или отторжение информации. Если вам неприятно слушать информацию, значит, она не для вас, вам не нужно ее слушать. И уж тем более не нужно на себя ее цеплять. Если я там говорю в раскладе, что там развод и все дела у вас в будущем, а у вас идет отторжение, то не надо потом ходить и загоняться: боже, у меня там развод. Нет. Поэтому прислушивайтесь, пожалуйста, к своей интуиции. Если вы смотрите общие расклады, это целиком и полностью ваша ответственность. Что вы возьмете на себя, что вы не возьмете. Поймите это, девочки, пожалуйста. Особенно те, которые смотрят общие расклады каждый день, по 3500 этих раскладов. Знаете,
что даже если сигнификация с вами совпадает, нет никакой гарантии, что вся информация в раскладе будет для вас. Вот никакой, потому что эта сигнификация совпадает с еще 100 девочками. Поэтому для личных раскладов обращайтесь в Телеграм. Мой Телеграм указан в описании под каждым видео. Ну что ж, такое отступление, теперь приступим. Первый вариант. Первый вариант. Итак, смотрим сначала, какая вы, что у вас было, что у вас происходит. Так, кто к нам пришел сегодня на расклад? Первый вариант. Так, что мы здесь имеем? Дама, которая в данный момент имеет какое-то начинание в деле. У кого-то это новая работа, кто-то начал свой бизнес, кто-то пошел обучаться для того, чтобы получить новую работу, новую специальность. Здесь именно какое-то новое начинание, и связано это начинание с зарабатыванием денег. То есть кто-то сейчас вкладывается финансово в свой бизнес, кто-то его уже начал, кто-то финансово вкладывается в обучение, например, на новую работу устроились, и там нужно обучение. В общем, так или иначе, здесь новое начинание, и это начинание касается финансовой сферы. Для вас этот вопрос важный. Вам важно иметь стабильный достаток. Это вас успокаивает. Когда у вас стабильный заработок, вы спокойны, у вас все в жизни гармонично, вы не переживаете, не волнуетесь. Только происходят какие-то проблемы с заработком, у вас сразу начинаются переживания, страхи, бессонные ночи и так далее и тому подобное. Девчонки, извиняюсь за голос, вот что-то немножко подсел прям очень сильно. Поэтому буду кряхтеть, простите. И карта трансформации нам опять же это подтверждает, что здесь идет либо смена работы, либо смена деятельности, либо работали там всю жизнь бухгалтером, а тут открыли свое дело, там, я не знаю, пункт выдачи открыли. Девчонки, здесь вот что-то такое, какое-то новое начинание, здесь прям очень сильные энергии, очень сильно вкладываетесь в это дело, кто-то учится, кто-то уже делом занимается, поэтому тут так. Что касается второй линии выкладки, у нас здесь были пересмотрены вами какие-то ценности. Вот был период, скажем так, вот была пройдена трансформация, когда жизнь разделилась на до и после. Период до у вас были какие-то ценности. Вот вы очень были привязаны к этим ценностям, и вы были убеждены, что это действительно ценно, и это нужно сохранять, и за это нужно держаться. Вот эти ценности были пересмотрены кардинально, абсолютно. Здесь
перед вами встал какой-то выбор. Сейчас я его раскрою. То есть перед вами встал выбор, и вы пересмотрели все свои ценности. Кто-то держался за материальное, кто-то держался за отношения, которые уже себя изжили. Но все покрывается этой пятерочкой пентаклей. Когда пятерки, девчонки, это у нас переломный момент. Любая пятерка это переломный момент. Поэтому пятерка пентаклей это когда человек намеренно вгоняет себя в состояние опустошения, тревог, разочарования, отчаяния. Этот человек может получить помощь, но он не хочет. Здесь такое некое идет закрытие от мира. Но это такой период в жизни, когда человеку нужно это пережить состояние. И вот это переломный момент, когда после пережитого периода этого обязательно наступает и принимается какое-то решение. Да? Наступает момент, когда нужно принять это решение. Вот здесь об этом решении, об этом выборе идет речь. И карта ключ показывает мне, что проблема вот этих всех трансформаций, точнее не проблема, а катализатором этих всех трансформаций, переосмыслений стали чувства. Чувства по пажу кубков – это чувства, которые никуда не двигались. У этих чувств не было развития, не было перехода на новый уровень. Эти чувства стояли на месте, а эти отношения стояли на месте и никуда не двигались. Пажи у нас никуда не идут, девочки, они стоят. Паж кубков – это да, это искренние чувства, это больше такие даже детские чувства, когда они очень искренние, очень чистые. Но паж кубков, он только любит, чувствует, мечтает, грезит, но абсолютно ничего не делает, мои хорошие, ничего. Вот эти чувства стали катализатором для пересмотрения ваших ценностей, какого-то выбора. И было принято решение, что я хочу быть счастливой, но в отношениях у меня пока непонятно что, да, не получается. Я могу сделать себе вот эту десятку кубков, да, когда я наполнена, когда я радостна, я ударюсь в работу, ударюсь в обучение, ударюсь в открытие своего бизнеса, то есть в финансовую сферу. Давайте раскроем, что у вас здесь был за выбор. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам такой формат раскладов на сигнификацию. Мне очень важны ваши отклики. Ну, смотрите, девчонки, здесь выбор встал такой. Угу. Здесь интересно так показывается, какой был выбор. У кого-то это был выбор разрушить семью и пойти в отношения, которые по Луне абсолютно непонятные, по дьяволу это на страстях, на вожделении, на взаимной какой-то зависимости, то есть по низким вибрациям. Страсти, вожделение, кекс-шмекс, ну, как вот это вот выразить по дьяволу, по дьяволу. Ну, бездуховные девчонки, бездуховные. Когда любовница встречается с мужчиной, это бездуховные. Как бы они друг друга не любили, с точки зрения нравственности, с точки зрения общества, с точки зрения Бога, это бездуховные отношения. Вот здесь выбор стоял у кого-то из вас, девочки, разрушить семью и пойти в бездуховные отношения, в которых вообще ничего не понятно, по Луне все скрыто, а сам черт ногу сломит, что там происходит и что будет дальше. У кого-то, мои хорошие, здесь проиграется, что у вас на период знакомства уже существовала такая жизнь, в которой вы наслаждались, у вас был финансовый достаток, у вас был кайф от жизни, в принципе, жили, не тужили. И вот перед вами встал выбор.
Мне эту жизнь менять, разрушать ради вот этих бездуховных каких-то непонятных отношениях, вообще, когда друг к другу безумно тянет, но по Луне это не ясно, нет никакой ясности абсолютно. То есть здесь получается два варианта. У кого есть семья, значит, первый вариант, у кого нет семьи, значит, это вот у вас просто была достаточно обеспеченная, счастливая жизнь. И вот вы встали перед выбором. Оставить эту жизнь и пойти в какие-то непонятные отношения или нет. Но я вижу, что так или иначе выбор сделан в пользу себя, вы выбрали себя и выбрали финансовое развитие, с чем я вас и поздравляю. Итак, если вы себя узнали, давайте посмотрим, знакомы ли вы с вашим будущим мужем. Для этого я задам вопрос, что между вами сейчас, вы и ваш будущий муж. Что между вами сейчас? Клиент и будущий муж. Что между ними сейчас? Какие между ними отношения? Что между ними сейчас? Ух ты, переворачиваться карты стали. Угу. Что между ними сейчас? Так, ну, во-первых, что между вами сейчас? В данный момент между вами не происходит абсолютно никакого общения. По четверке мечей это стагнация, то есть не происходит ровным счетом ничего. Вы не общаетесь, вы не видитесь, то есть здесь полная тишина и штиль. Что касается того, что знакомы вы или нет. Да, вы знакомы, и между вами тут всего много интересного. Но начнем самое важное и самое первое о том, что мужчина не свободен. И то, что мужчина не свободен, карты нам говорят сразу двумя картами. Император и король пентаклей. Что эта карта говорит о мужчине в браке. Что ж, на данный момент мужчина весь в страхах, но так как мы смотрим, что происходит между вами, то страхи и такое состояние, когда я ничего не хочу, меня все задолбало, оно распространяется на вас обоих. Я всегда рассматриваю эту сторону как женскую, эту как мужскую, хотя я знаю, что многие наоборот, но у меня вот почему-то так. Здесь с женской стороны были ожидания и надежды на то, что мужчина как-то вот начнет давать, начнет вкладываться, начнет что-то делать. Как говорится, что на шалечку весов положишь, что и получишь. Но он ничего не ложил. Здесь вот в этом и проблема. И здесь страхи, конечно, больше одолевают женщину. Здесь какие-то думки, вот они ночные, да, которые беспокоят, которые мешают заснуть, или вы просыпаетесь ночью. То есть здесь напряженная, когда голова постоянно работает. И у мужчины же здесь наоборот идет отказ от всего. То есть мы видим, что ему протягивают кубок, а ему пофиг. То есть какая позиция на данный момент у мужчины? Я сижу под деревом, сижу на жопке, мне удобно, вроде все хорошо, меня ничего особо не беспокоит, но я вот ничего не хочу. Вот такое состояние. И из-под дерева я уходить не хочу. И вроде под деревом сидеть надоело. Ну,
И что-то новое, какие-то действия я предпринимать тоже не хочу. Вот такое вот состояние. Дальше что мы видим? Между вами были какие-то рабочие моменты, отношения, либо оказание услуг, либо по работе вы вместе. Кто-то был в качестве наставника, кто-то в качестве ученика, такое тоже пройдет. Либо командная работа, да, когда мы работаем в одном коллективе. Между вами также были поездки, то есть мужчина приезжал к вам, либо вы приезжали к мужчине. Ну и, естественно, так как мужчина у нас показан несвободным, между вами сейчас в данный момент находится императрица, то есть супруга данного мужчины. И я могу сказать, что здесь люди уже достаточно взрослые, то есть за 35. Не скажу, что здесь прям совсем взрослая энергия, когда 50 и плюс, да, нет. Здесь вот что-то, ну, девчонки, берем грубо так вот, за 35 я прям так загнула, 33, 35, 37, такое вот. И не молодые прям совсем энергии, ну и не прям совсем взрослые. Что ж, сейчас на стороне мужчины здесь по карте мир, сейчас мы ее раскроем прям вот так. Ну, по карте мир это расстояние между вами, да, то есть между вами есть какое-то расстояние, и общение могло раньше происходить, потому что сейчас нет никакого общения, по интернету. Встречи происходили реальные, потому что здесь поездки. И вот, получается, карта легла ровно между его состоянием, когда я ничего не хочу, и между императрицей, когда у него между его состоянием и его женой есть еще третье, да, то бишь вы, то бишь расстояние между вами. По карте звезда, ну, как бы вы для него красивая женщина, вы для него действительно на расстоянии, вы для него какая-то, даже в какой-то момент мужчина считает, что вы недосягаема для него, что вы слишком такая какая-то, может быть, красивая, может быть, слишком популярная, может быть, там у вас много поклонников, ну, по крайней мере, мысли мужчины такие. Но что я здесь вижу? Я здесь вижу туз жезлов, то есть здесь пошли какие-то энергии, пошел какой-то импульс связан. Импульс связан у нас с мозгами, да, мысли. То есть здесь идет какой-то мыслительный процесс между вами, и касается он чувств. Сейчас раскроем. Ну, здесь все просто. Сейчас оба находятся на стадии обдумывания и раздумывания о том, что закончить это все, либо возродить, но возрождение возможно только с новыми энергиями, то есть более стремительно, более открыто, более эмоционально, более чувственно. Ну, что я могу сказать о том, что был у нас показан туз мечей, это принятое какое-то решение. Так вот, на уточнение этого решения мужчина здесь принято, либо вот в данный момент принимается решение о том, что он хочет начать жизнь заново. Причина этому переизбыток чувств к вам. Вы здесь действительно показываетесь тайной женщиной, женщина, которая невероятно притягательна, женщина, которая тянет, мысли, о которой не отпускают. То есть здесь мужчина хочет начать жизнь заново.
спрашиваю, что с женой будет делать данный мужчина. Ну, во-первых, в его плане стоит на первом месте это прояснение ситуаций, когда у него были встречи на стороне, то есть нечестная игра со стороны его, предательства, измены. Это он будет прояснять, я так понимаю, в этом он будет признаваться. Ну, он, по крайней мере, думает об этом, планирует. То есть уже как бы планы построены на этот счет. Хочет мужчина здесь взять шанс с вами, видит вас своим шансом, понимает, что отношения по дьяволу уже они здесь не пройдут, потому что действительно вы в его глазах как-то возвысились. Видит он вас звездой, то есть женщиной, которая тянет, женщиной мечтой. Планирует с женой он выход из отношений. Это, конечно, непросто, потому что по 8 кубков здесь все-таки есть еще какие-то чувства, здесь есть и общее имущество, здесь и есть какие-то общие воспоминания, то есть достаточно тяжело это будет сделать, но планы такие уже построены. Видит вас он ресурсной дамой, очень красивой и, в принципе, такой дамой, которая, ну, не нуждается, да, в какой-то мужской там помощи, она совсем справляется сама. Но здесь принято решение, либо он в процессе принятия этого решения выйти из этих отношений. Хорошо. Давайте посмотрим, как будут развиваться ваши события и какие будут ближайшие действия от этого мужчины, который ваш будущий муж. Давайте сначала посмотрим, какие будут ближайшие действия от этого мужчины. И будут ли они. Действия будут. Действия будут какие? Здесь мужчина прекрасно понимает, что уже по дьяволу, по страстям к вам не подъехать, вы не подпустите. Поэтому здесь проявляться он будет к вам уже по духовности, уже с каким-то конкретным предложением. То есть по справедливости это понятие того, что я дам, то я и получу. Да, что я посылаю этой женщине, то она мне и вернет. Здесь королева жезлов, вы можете быть огненного знака зодиака. Ну, не обязательно, девчонки. Здесь такие огненные страстные энергии, вы очень пылкая, вы очень радостная, вы очень энергичная, вы такая вся огненная, немножечко ведьмочка, да, такая энергия приятная, вкусная. Так, как он будет там действовать? На данный момент показывает вот эта внутренняя борьба, взвешивание за и против по поводу его статуса несвободного мужчины, действия. Ну, первые действия это убрать тяжесть между вами, победить как бы эту тяжесть, вот этот тяжелый момент. Здесь уже идет планирование, то есть здесь выбор уже сделан, идет планирование. Делать-то что он будет? Угу. Ну, смотрите, как нам карты говорят. Нам показывает император, императрица. И по колеснице я бы сказала, что это выход. Это уход, это уезд. Уточняю, что конкретно здесь уход, уезд. Принято решение разрушить стабильность. То есть стабильность, брак, который вот был между этими людьми. То есть здесь мужчиной принято решение. Это будут его первые действия. Как к самой женщине он будет проявляться, как к звезде. То есть здесь мужчина даст понять, что вы необычная для него женщина, не такая, как все, и что ваши встречи вот эти по страстям, они были не только по страстям, но еще и по чувствам.
Так, ну я бы сказала, что здесь планирование встречи. Планирование встречи. Планирование встречи, здесь приезд. Возможно, мужчина даже планирует переезд в ваш город, например, в разных городах, потому что между вами показывалось расстояние здесь переезд. Ну, сердечко здесь избито, изранено, очень хочет встречи с вами, так что будет планировать какую-то встречу, будет предпринимать шаги, приедет в ваш город, либо вообще переедет. Девчонки, здесь прям так глобально. Ну, здесь категорическое несогласие с тем, что между вами все кончено, совершенно нет, мужчина с этим не согласен. И по старшему аркану суд, здесь есть четкое понимание и осознание, что вы встретились друг к другу абсолютно не просто так. Здесь какое-то судьбоносное событие в вашей жизни ощущается обоими. И как бы новые энергии нам показывают. Но сейчас идет такой период зарождания. То есть у нас показываются тузы. Тузы — это начало, это единичка. Зарождение, зарождание. Господи, русский язык. Здесь выход как-то резко, девчонки, по рыцарю мечей. У меня рыцарь мечей все время проигрывается. Очень интересно. То есть должна башня так проигрываться, но у меня проигрывается все время рыцарь мечей. То есть это что-то молниеносное и абсолютно неожиданно. Приведу пример. Например, на мою карту дня выпадает рыцарь мечей, и я понимаю, что случится какая-то хрень. Например, во время прохождения мной каких-то тестов там по работе у меня вырубается интернет. Ну вот что-то, например, такого, девчонки, там свет отрубили. Здесь по типу такого, то есть какое-то резкое обстоятельство, разговор, что-то, событие выведет этого мужчину из стагнации, то есть периода, когда он молчал, бездействовал, ничего не делал. И здесь наступает период мага, когда я хочу, могу и я творю. То есть здесь будет взята ситуация в руки и перейдет полностью под контроль и управление мужчины. На дне колоды у нас Солнце, наступит прояснение. То есть, что мужчина понимает прекрасно в данный момент, это то, что вам как минимум нужен откровенный разговор друг с другом. Это как минимум, да? Ну, что хочет мужчина? Мужчина хочет признаться вам в своих чувствах, что они искренние, что они настоящие, и мужчина хотел бы с вами радости жизни. Я не буду, девчонки, заглядывать дальше, какие будут действия, что будет происходить. Это делать бессмысленно. Почему? Потому что у нас в судьбе есть не только те моменты, которые прописаны, которые не изменить, но и те моменты, когда мы строим свою судьбу сами принятием каких-то определенных решений, либо выборов. Поэтому все, что сказано здесь, может быть переписано вами же, либо мужчиной. Поэтому вариаций может быть много. Карты Таро лишь показывают одну из веточек вашей судьбы. А как оно пойдет там дальше, зависит только от вас и от этого мужчины. Ну что ж, давайте посмотрим вот такой простой вопрос. Будете ли вы счастливы с этим мужчиной после брака? Будете, точнее, неправильный вопрос. Будете ли вы счастливы с этим мужчиной в браке? Будете ли вы? Даже вот, опять же, неправильный вопрос. Ваши ощущения и чувства в браке с этим мужчиной. Это уже будет корректнее.
Красные карты докладывать я не буду. Про трудности мы спросим отдельно. Ваши ощущения и чувства, что с вами надежный, стабильный мужчина, чувство, что вы живете в финансовой стабильности, чувство, что ваша семья материально обеспечена, все накормлены, все одеты, мужчина к вам будет проявляться как рыцарь кубков, с чистой искренней любовью, будет, очень нежный с вами. Какие проблемы с этим мужчиной могут возникнуть? Придется немножечко покряхтеть над разбитым сердцем мужчины, потому что предыдущий брак не принес ему радости, принес только разочарование, боль. И разрушение этого брака будет у мужчины, он только предстоит, развод этот, тоже будет печальный. И вот здесь, прежде чем мужчина вступит с вами в брак, он пройдет некую, скажем так, трансформацию, потому что здесь вот предыдущие отношения, предыдущий брак будут очень сильно отпечатываться на его поведении, на его нежелании вступать в официальные отношения. Такая подсказочка небольшая, что здесь с этим мужчиной могут возникнуть трудности в том плане, что мужчина будет как бы подталкивать, давать намеки на то, что вам надо закончить, либо вам не нужно работать, либо вам не нужно заниматься своим бизнесом. Но по карте девятка жезлов, девочки, вы прекрасно отстоите свои позиции, свою точку зрения, и эта идея покинет его раз и навсегда. Вот четверка жезлов, это стабильность, это фундамент, это хорошо. На этой ноте я заканчиваю для единичек свой расклад. Буду благодарна за отзывы, как с вами проигрался расклад и так далее и тому подобное. Благодарю единичек. Приветствую двоечек. Двоечки. Какие вы? Кто пришел на канал? Кто пришел на расклад? Двоечки. Карты переворачиваются. Карты очень хотят говорить. Итак, двоечки. Какая вы? Ну что ж, двоечки. Здесь достаточно тяжелые такие моменты, скажем так, моменты разочаровашек. Почему? Потому что вот как-то не наступает период в жизни, да, который очень хочется. Это семья, это любовь, это свадьба. Вот этот период никак не наступает, он никак не складывается. То есть если появляются мужчины, то до брака дело не доходит. То какое-то третье лицо, то какие-то третьи факты. Постоянно идет какое-то вмешивание извне в отношения, кто-то что-то влияет, и приходится оставлять эти отношения, любя, с тяжелым сердцем, с разбитым сердцем. О чем мне здесь еще говорит? О том, что иметь семью и выйти замуж здесь это прям мечта. Это мечта всей жизни. То есть здесь дама, которая очень хочет выйти замуж, очень хочет семью, очень хочет детей. Но
сейчас на данный момент у нас 4 кубков, когда мы находимся в состоянии, чего ты мне протягиваешь этот кубок, я уже не хочу. Я уже попробовала вот эти 3, фигня полная. Не хочу я больше ничего пробовать, не хочу я никакие новые отношения, нифига у меня не получается, ничего не складывается, а потом больно, а потом нужно восстанавливаться. И здесь такие сейчас энергии, то есть 4 мечей, это оплакивание тех отношений, которые были, это жаление себя, это по чувствам, по стремлениям к новым отношениям это абсолютный zero, то есть 0, нет никакого желания, никакого стремления начинать отношения. По колесе фортуны я бы сказала, что здесь такие мысли, что ну не судьба мне стать женой, матерью, то есть здесь вот что-то в этом плане. Также мы видим, что одним из ключей выходит карта императора. Это когда женщина находится в таких энергиях и в таких условиях, когда она должна решать и принимать решения одна, абсолютно за все. То есть тотальная глобальная ответственность за все лежит сейчас на женщине. Она сама себе император. И глядя на карту императора, которая выпадает на женщину, мне все время хочется сказать: я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. То есть, в принципе, здесь этим все сказано. Все тащу на себе, решение принимаю сама, выполняю функцию и женщины, и мужчины. Вот такая у меня для вас сигнификация. Но мне этого недостаточно. Вы же знаете, что я люблю докапываться до самой истины. Люблю я покопаться и расковырять что-то, что спрятано глубоко и надежно. Я хочу понять, почему ряд отношений не привел к браку. Ответ вылетел сам. Здесь у нас высшие силы и карта помощи. Ну, смотрите, расшифровывается это так, что высшие силы давали вам помощь, давали вам возможность на туз кубков и на 5 пентаклей, то есть на огромное количество чувства, наполнения и на семью. То есть здесь высшие силы вылетели сами и говорят: так мы ей давали. Мы ей вот эту возможность, мы ей вот этот подарок, помощь давали. Так почему этот подарок, эта помощь не была взята? О, как интересно. Ну что ж, здесь интересненько следующее. Шанс этот не был взят на серьезные отношения по причине вас, дамы. Почему? Потому что здесь идет закрытие. Закрытие от брака, от отношений, когда мужчина выступает в качестве супруга, да, главы семьи. Почему? Потому что предыдущие отношения, где мужчина был в статусе мужа, привели к разбитому сердцу. И вот эти воспоминания о том браке, они категорически перекрывают, закрывают, завязывают глаза. То есть здесь идет прям конкретный блок. Он подрубается всякий раз, когда идет хоть малейший намек на то, что мужчина, с которым у вас сейчас отношения, переходит, имеет возможность, намерение перейти в статус мужа. То здесь моментально срабатывает блок из-за предыдущего опыта семейных отношений, скажем так. Что мы здесь видим?
Здесь мы видим, что отношения по Солнцу, когда вроде все идет хорошо, нам друг с другом хорошо, нам радостно, нам лучисто, нам тепло, но как только подрубается вот этот блок, дама у нас переходит в режим «я висю и ничего не хасю», да, то есть как бы это выразиться на бытовом уровне, как это происходит, да, как это происходит в жизни-то, Господи. Это может выражаться в следующем, когда вы не даете конкретики мужчине, когда вы не принимаете долго какое-то решение, не принимаете долго какое-то предложение. Мои хорошие, услышьте меня, пожалуйста, сейчас. Пожалуйста, услышьте. Когда вы даже не намеренно, даже вот вы этого не осознаете, но вы как-то начинаете оттягивать процесс конкретики. Вот когда от вас нужна конкретика, вы этот процесс как-то затягиваете. Вы затягиваете принятие решения, вы долго не сообщаете о своем решении. Вот здесь идет какое-то затягивание. И, секундочку, когда мужчина начинает пытаться добиться от вас этой конкретики, вы у нас переходите в режим рыцаря мечей. То есть это агрессивная реакция на это. Возникают ссоры, конфликты, вы повышаете голос, вы становитесь раздражительной. Почему? Потому что вы в блоке. Вы сами себя где-то на уровне подсознания блокируете постоянно. И мужчина это чувствует. Мужчина это считывает как то, что он вас раздражает, и вы абсолютно не горите желанием давать ему какую-то конкретику, и складывается ощущение, что вы настроены несерьезно. Или, говоря мужским языком, что ты паришь мне мозги, да? Ну, что ж, давайте посмотрим, как решить эту проблему, да? Как решить эту проблему? Ну, очевидный вопрос. Во-первых, почему-то, я не знаю почему, но я думаю, кому нужно те услышать эту информацию, карты настоятельно рекомендуют выйти из зоны своего комфорта. Кто-то засиделся в зоне своего комфорта, кто-то категорически из этой зоны комфорта выходить не хочет. Дальше у нас выходит Паш Пентаклей, это ученик-ученичок. То есть здесь говорится о том, что твой переломный момент, он наступил сейчас. Вот пятерка пентаклей – это переломный момент, когда ты принимаешь решение, ты сидишь в роли жертвы, которую никто замуж не берет и которая страдает и себя жалеет, либо ты идешь в новое, то есть ты меняешь полностью свое мировоззрение, свои взгляды, свои представления о семейной жизни, обнуляешь это все. И здесь вот почему-то пошло из потока научиться отпускать ситуацию, научиться не долбиться лбом туда, куда закрыта дверь. Просто пройди дальше по коридору, там дверь будет открыта. Еще такой момент. Научиться плыть по течению. Довериться чувствам, довериться отношениям, довериться мужчине. Вот в этом, во всем, я так понимаю, существует на данный момент проблемки. Ну что ж, девчонки, не буду сильно растягивать. Кто узнал себя, тот себя узнал. Поедем дальше. Знакомы ли вы с вашим будущим мужем? Задаем вопрос картам. Какие отношения сейчас у нашей дамы с ее будущим мужем? Существуют ли какие-то отношения? Если существуют, то какие они?
с ее будущим мужем. Угу. Так, ну, вот это вот я оставлю тоже, мне поэтому надо будет сказать поводу. Что мы здесь видим, мои хорошие? Да, вы знакомы со своим будущим мужем. Господи, мое горло. Секунду, девочки. Возьму свой чай. Итак. Да, вы знакомы со своим будущим мужем. Почему? Потому что мне здесь показывает общение в интернете. Общение через интернет, через сеть. Подтверждается между вами расстояние по карте звезда и по карте мир. Это тоже расстояние, но здесь еще и проходит у меня интернет, а восьмерка жезлов мне подтверждает, что общение между вами проходит с помощью переписки, с помощью сообщений. Итак, что мы здесь видим? В данный момент у вас со стороны дамы проходит такая позиция девятка жезлов, да, когда я готова к любым нападкам, я готова к любым превратностям судьбы, я готова отбиваться от чего угодно. У меня здесь такой барьер выстроен, что попробуй, как говорится, пролезь. Но при этом король жезлов – это мужчина, который находится в вашей голове. Это мужчина огненного знака зодиака, может быть, но не привязываемся к этому. Здесь мужчина очень харизматичный, очень такой страстный, очень активный, очень веселый. Здесь прям мужчина берет не то, что какой-то внешностью, а именно вот своей харизмой. Что-то в нем есть такое притягательное, что-то такое огненное. По поводу ваших переписок, да. Здесь такая уже прям какая-то зависимость идет с обеих сторон. То есть эти переписки уже вызывают какую-то привязанность, вызывают уже какую-то зависимость. И здесь прям жадность, и здесь прям, если нет переписки, то уже идет ревность. И по карте Temperance, то бишь, господи, как ее на русский-то? Вот это у меня бывает, что я не могу на русском вспомнить. Умеренность. По карте умеренность уже длительный период времени вы переписываетесь. То есть здесь не месяц, не два, нет, здесь длительная переписка. Что я здесь вижу, что мне бросается в глаза? Со стороны мужчины идет двойка кубков. То есть, во-первых, это нам говорит о том, что чувства у вас взаимные к друг другу, это раз. Во-вторых, он видит вас звездой, то есть он видит вас такой яркой, недосягаемой, в то же время холодной, в то же время манящей. Но двойка кубков – это всегда некий выбор, да, между. Потому что двоечка – это у нас всегда выбор. И что же здесь за выбор? А выбор здесь такой, что мужчина по характеру император, то есть мужчина, который контролирует, мужчина, который управляет, мужчина, который держит все в своих руках, мужчина, который, да, он выслушает чужие мнения, но примет свое решение и это решение выполнит. То есть выполнить какие-то действия только по тому решению, которое принял он. В чем же здесь выбор? А выбор здесь в том, что
Ну и как бы двоечка пентаклей нам об этом намекает, что здесь мужчина как бы колеблется. Почему? Потому что, ну, во-первых, он видит вашу такую позицию, я к себе близко не подпущу, если в чё, так что ты там не пытайся. У меня, видишь, вон какая оборона по девятке жезлов, я там себе ограду из пенечков соорудила, не пролезешь. И вот здесь вот такая двойственность, такие колебания в том плане, что характер мужчины предполагает, что он главный, что он ведущий, что он лидер. Но здесь женщина всячески вызывает в нем внутренние противоречия, внутренние стычки, когда его разум ему говорит о том, что эта дама слишком сильная, эта дама слишком уверена в себе, слишком такая, как какие-то лидирующие позиции занимает. Вот слишком она, ну, проще говоря, девочки, вы как бы показывались нам в сигнификации в энергиях императора, и ваш мужчина в энергиях императора. И как бы что мы здесь имеем? Два императора столкнулись лбами, здравствуйте. Ну, естественно, здесь будет как бы у мужчины вопрос, какого, как говорится, хрена. Вы должны быть дамой, а вы тут император. И поэтому, девочки, здесь у мужчины как бы такое идет по вот этим картам. Сомнение в чем? Попытать удачу и принизить свои позиции перед вами, что для него совершенно новое и совершенно безрассудно. Либо стоять на своем и все-таки попытаться вас прогнуть, чтобы все-таки вы были женщиной, а не мужиком-императором. Здесь вот на этом плане вспыхнули между вами некие терки, а здесь чувствуется напряжение в отношениях, здесь чувствуется, витает в воздухе молния такая, сейчас вот будет разряд. Почему? Потому что, я говорю, мужчина мечется, он не понимает, ему что сейчас нужно сделать, ему сейчас подкаблучником стать, либо ему не потерять себя как мужчину и остаться императором, тогда ему придется вас прогибать. То есть здесь, дамы мои хорошие, вам нужно как бы из энергии императора выходить. Это не есть good, это не хорошо. Вы должны быть дамой, вы должны быть женщиной, у вас должны быть женские энергии. Хотя бы с этим мужчиной. Я не говорю о том, что вы в жизни там должны стать мягкой, женственной и так далее. Нет, ну с этим мужчиной, если вы к нему испытываете чувства, а вы испытываете, то надо, наверное, как-то лидирующую позицию отдать мужчине все-таки. Он мужчина, и он должен быть сильным. Но вот такой у меня для вас расклад, девочки. Что ж, давайте посмотрим, какое решение примет мужчина. Сейчас то, о чем я и говорила. В данный момент по карте справедливость действительно идет взвешивание, все за и против. То есть мужчина вас не понимает, мужчина не знает, чего от вас ожидать, мужчина не видит в вас женских энергий. Да, красивая, да, привлекательная, да, манящая. Но по общению, по выстраиванию диалога, выстраиванию отношений он видит конкурента, он видит императора. А вот женственности он вас не видит. И сейчас он все взвешивает. А надо ли мне это? А хочу ли я вот прогибаться под женщину, быть вот подкаблучником? То есть, по сути, вы должны понять, что здесь мужчина думает о том, менять мне себя, ломать мне себя или нет.
Здесь так интересно, у мужчины зреет хитроумный план о том, что сделать вам какой-то вброс, триггер по поводу вашего прошлого замужества или опыта совместной жизни. Я так понимаю, с целью понять, с чем связано вот это ваше императорство. О чем мне здесь говорят? Мне здесь показывают, что одна из веток развития событий может быть следующее, что мужчина все-таки увидит в вас вот эту кубковую королеву, нежную, любящую, добрую, податливую, заботливую, вот такую девочку-девочку. И это приведет ваши отношения на новый уровень, приведет к росту, да, по семерке пентаклей, росту, к осуществлению каких-то желаний, мечтаний. Здесь оба друг друга желают и друг о друге мечтают. Вот это одна из веток. Но что-то мне подсказывает, что это возможно только если дама наконец-таки перестанет все планировать, вот это сидеть над планом, кропотливо пыхтеть. То есть здесь дама по императорским энергиям все планирует, все выверяет, все проверяет, 3500 раз проверит. Если что-то идет не по плану, это все, это кранты. Вот здесь говорится о том, что если дама все-таки уже по своим императорским энергиям перестанет все планировать, распланировать и проверять. И еще говорится о том, что нужно прекратить манипуляции в отношении мужчин. В принципе, в целом, не только этого мужчины. Здесь манипуляции от женщины происходят. Как могут проявляться эти манипуляции? Совершаются какие-то действия, которые вынуждают человека делать то, что вы хотите. Простой пример. Заблокировала и хочет, чтобы он как-то нашел другой способ связи, чтобы показал свою заинтересованность, да? Сказать что-то, что выведет человека на определенные действия, да, то есть это и есть манипуляции. Здесь показано, что пришло время, а нам уже в сигнификации говорили о том, что по пятерке пентаклей у нас наступил переломный момент, и вот это время действительно пришло, когда нужно сесть и понять, что ты хочешь и что ты делаешь не так. Здесь работа над собой показана. Вот так, дамы. Вот так. Сейчас посмотрим, что же вы будете чувствовать, что дама будет чувствовать, как себя будет ощущать в браке с этим мужчиной. Что будет чувствовать, как будет себя ощущать в браке с этим мужчиной. Если, конечно же, возьмется за ум и проработает свои императорские энергии вот эти. Ну, опять же, нам об этом говорится, что здесь говорится о том, что даже будучи уже в браке с этим мужчиной, вы постоянно будете колебаться и сомневаться в его любви, но будете над этим работать. То есть, как бы понимание того, что проблема в вас, она будет. Ну, здесь вот эта работа над этими колебаниями, над этими сомнениями все-таки будет давать вам некое умиротворение и спокойствие, то есть именно через работу над собой.
Еще здесь говорится о том, что в браке в этом у вас произойдет какое-то перерождение. То есть я здесь читаю эту карту как открытие. Вы все-таки откроетесь этому человеку, да. И по девятке кубков здесь, ну, пойдет какая-то радость, какое-то наполнение от жизни. По справедливости это говорится о том, что вы вложитесь в эти отношения, и мужчина вложится в равной степени, что приведет к вот вашей вот этой вот работе над собой и перерождении. Но здесь говорится о том, что вот этот некий забор, он все равно будет существовать у вас, вы от него не избавитесь. То есть, опять же, вот прям близко-близко в свою душу не всегда вы будете пускать, не всегда. Какие проблемы могут появиться с этим мужчиной в браке? Ну, здесь проблемы в браке с этим мужчиной могут возникнуть следующее, что вам будет не совсем понятно, почему мужчина вот какой-то, как-то слишком много у него мечтаний, каких-то фантазий, и он стремится все эти мечты, фантазии воплотить, но пытается по пажу жезлов, то есть когда я горю чем-то, я хочу вот это, я об этом мечтаю, но, как бы сказать, вам не будет нравиться, что он быстро будет принимать решения и быстро начинать это делать. И в нем вот эта энергия, когда я забрался на гору и я готов отбить любую атаку, то есть как бы вас будет напрягать, что он не страшается каких-то трудностей, что вот он поставил себе цель, поставил себе мечты и шпарит к ней, отбивается. То есть его уверенность в том, что он справится с любыми трудностями. Вас, как человека думающего и прагматичного, это будет неким образом напрягать. То есть вам будет хотеться ему сказать: да подожди ты, остановись, подумай, продумай, составь план. Но это не такой человек. Это человек огненный, это человек жезловый. У него есть импульс, он действует. Вам с этим придется смириться. Не нужно менять человека. Нужно принимать его таким, какой он есть. Если вы начинаете менять человека, то это не ваш человек, ищите другого. Еще трудности могут возникнуть в браке по поводу того, что вы все-таки, ну, опять же, нам говорится здесь о том, что вы человек по девятке пентаклей такой не спешащий, продумывающий такой, никуда не торопитесь. А по тройке пентаклей, то есть это мы составляем планы, выверяем, взвешиваем, перепроверяем. Вот это то, что вот в первой линейке нам сказали, что вам вот эта его жезловость будет нифига непонятно. Дальше проблемы также возникнут, что мужчина не будет достаточно получать от вас любви, нежности и ласки. Почему? Потому что он будет видеть вас как закрывающийся. Например, мужчина подошел, вас поцеловал, а вы от него отпрянули, да? Ну, что-то вот ему это будет не нравиться, а вы делаете это непроизвольно. То есть вот с этим могут возникнуть проблемы, девчонки. Ну, опять же, здесь карты говорят о том, что, ну, усмири ты уже свою силу. Ну, в конце концов. Да, вот, и как-то прекрати подвешивать вот это вот, тянуть с принятием решения, с ответами. Ой. Угу. Ну, здесь говорится о том, что время, которое было дано сейчас, вот этого молчания, это некого не молчания даже, а вашего молчания. Здесь больше идет, как вот вы немножко подзакрыли и подвесили ситуацию. Как бы думаете над принятием решения, думаете над ответом. Вот здесь говорится, что время на раздумывание подошло к концу, пришло время принятия решения, пришел переломный момент, когда тебе нужна
принять решение, посмотреть, что ты хочешь и что ты делаешь не так. Вот такой у меня был расклад для вас, мои уважаемые двоечки. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как с вами проигралось, нравится ли вам такой формат раскладов. А мы переходим к троечкам. Колоду перевернула и как почувствовала, что перевернула. Так, какая дама пришла к нам на расклад? Кто вы? Какая вы? Так, интересно, девчулечки, интересно. Ух, уже час 11, боже мой. Так, ну что ж, история, которую нам рассказывают здесь, она следующая. В данный момент в вашем сердце обитает мужчина, некий король кубков. Возможно, здесь действительно показывается мужчина водного знака зодиака. Но не обязательно. Просто это мужчина, который дорог вашему сердцу в данный момент. И о чем нам здесь говорится, что этот мужчина сейчас, возможно, своими какими-то действиями, а возможно, бездействиями, дает вам некую тяжесть. То есть вот эти чувства к этому мужчине, они тяготят, они лежат тяжким грузом, они как чемодан без ручки. А вы его тащите, вам неудобно его тащить, но и жалко бросить. Что мне еще здесь рассказывается? О том, что вы очень долго мечтаете об этом мужчине. То есть этот мужчина, он действительно ваша мечта быть рядом с этим мужчиной. И вы очень много вкладывались в это. То есть здесь были какие-то вложения. Возможно, конечно, финансовые, но что-то мне подсказывает, что здесь больше про какие-то моральные вложения энергии. И мне об этом говорит туз кубков, которая лежит рядом, да, как карта ключ. Мне подсказывает, что здесь все-таки энергетически очень сильно вкладывалась женщина. Здесь стремление к семье, здесь стремление к гармонии, к рождению ребенка. Выходите вы королевой жезлов, огненный знак зодиака, но не обязательно, яркие энергии, дама-ведьмочка, да, я называю, потому что здесь такие энергии, вкусные манки, интуиция. Вы достаточно долгое время находитесь в отшельнике, то есть это достаточно закрытый образ жизни. Это когда вы погружены в себя, это когда вы пытаетесь разобраться в себе, пытаетесь разобраться вообще, как устроено наше мироздание и прочее, пятое, десятое. То есть нахождение в отшельнике вас уже вывели в энергии императрицы. Это когда женщина в ресурсе, в балансе, в гармонии, и которая непременно знает себе цену. Но вот этот мужчина, который засел в вашем сердце, он вас дестабилизирует. Он приводит некий катарсис, да, в вашу жизнь. Он тяготит, он мешает вам двигаться дальше. Точнее, даже не он, а чувства к нему мешают двигаться дальше. Разбитое сердце по поводу этого мужчины, оно не дает возможность продвигаться дальше в вашем вот этом отшельничестве, в вашем вот этом пути. То есть вы вышли в императрицу, но вы не двигаетесь дальше, а не двигаетесь вы дальше именно какие-то новые отношения, да, ведь вы хотите семью, вы хотите ребенка, но для этого нужно пробовать другие отношения, встречаться с другими мужчинами. Вот в этом плане полный ступор, потому что в сердце живет этот мужчина, и что-то между вами происходит, мы сейчас посмотрим, что. И вот это что-то
вот эти все чувства, переживания не дают вам двигаться дальше. Но здесь, скажем так, вот эти все страхи и переживания, даже не страхи, а переживания, и вся вот эта тяжесть, от того, что здесь нет стабильности. Здесь нет какой-то стабильности, здесь нет фундамента, здесь нет четкого понимания, что происходит и что будет происходить. То есть вот какой-то дисбаланс. Отсюда страхи, переживания, бессонные ночи. То есть все сложно, да? Все сложно. Ну что ж, узнали себя и едем дальше. Что между вами сейчас? Что между вами сейчас? Так. Карты сами перевернулись. Выкладываем. Так, что между вами сейчас? Здесь такое ощущение, что дама очень долго ждала, когда ж мужчина образумится, когда ж мужчина возьмет за голову. Карта Иерофант нам говорит о том, что когда мужчина повзрослеет, духовно вырастет. Потому что мы здесь видим? Мы здесь видим праздность жизни, мы здесь видим веселый образ жизни, легкий образ жизни, да. По тройке кубков легкие встречи, то есть вот такая легкая разгульная жизнь. И здесь говорится о том, что очень долго, на протяжении долгого времени женщина находилась в ожидании, в надежде о том, что по шестерке мечей мужчина выйдет в новое, скажем так, духовно вырастет и начнет новый образ жизни. Двойка кубков нам говорит о том, что чувства взаимные, то есть здесь любовь есть, она есть, чувство есть, но мужчина проявляет себя как король мечей, то есть холодный, сдержанный, и особо вам свои чувства он не показывает. По рыцарю мечей это еще и вспыльчивый мужчина, который постоянно любую претензию к себе, к своим действиям воспринимает конфликтно, то есть начинаются какие-то выяснения отношений. Его такие действия, его такое поведение приводит к тому, что ваши ожидания, ваши какие-то мечты абсолютно не совпадают с прототипом этого мужчины. И здесь уже стоит вопрос о том, что движемся ли мы вместе дальше, или я как бы иду одна. Вот на данный момент, что между вами происходит. То есть здесь какое-то безалаберное отношение мужчины. Он почему-то с вами холоден и ведет такой разгульный образ жизни по легкости, да. Возможно, здесь молодые люди достаточно, потому что здесь такие молодые энергии, такие еще не чувствуется такого какого-то большого жизненного опыта за плечами. Смотрите, здесь мужчина категорически закрывается от мысли, точнее от возможности вступления в брак, либо совместного проживания, то есть вот здесь закрывается от серьезных отношений, скажем так. Почему? Потому что вот он считает, что если он вступит в серьезные отношения с женщиной, то она будет такой королевой мечей, холодной, повелевать им, руководить им.
то есть займет лидирующие позиции. Это не только говорится сейчас о вас, но о женщинах в принципе в целом. То есть здесь какой-то мужчина незрелый, инфантильный, который считает, что если он вступит в серьезные отношения, то его как бы охомутают, вот говоря таким простым, понятным языком, народным, да. Но в то же время сейчас происходят судьбоносные изменения в мужчине. То есть здесь сами высшие силы уже взялись за мужчину. Почему здесь? Сейчас будут ему всячески показывать и транслировать о неправильности его взглядов, да, на семейную жизнь. Ну, здесь в отшельнике мужчина побудет какое-то время, то есть один-одинешенек. То есть в ваших отношениях назревает период, когда мужчина останется один-одинешенек для раздумывания, для обдумывания, для трансформации своих, скажем так, взглядов, мыслей и жизни, образа жизни. Что вам делать, пока там он сидит в отшельнике? Ну, здесь говорится о том, что пока ваш мужчина там зреет, во-первых, нужно перестать бороться сама с собой, постоянный внутренний конфликт, искать проблемы в себе. Во-вторых, здесь говорится о том, что нужно прекратить категорически по десятке мечей, прям закончить с этим раз и навсегда попытку изменить свою судьбу, попытку роптать на судьбу, попытку... Как бы это выразиться? Когда вы решили, что вот это моя судьба, и так, и никак иначе. То есть здесь такой взгляд на жизнь, на судьбу не подходит категорически. Вы должны всегда думать о том, что у вашей судьбы миллиард вариантов развития. Поэтому иногда нужно просто довериться, иногда нужно просто отпустить ситуацию. Здесь вот не биться лбом в закрытую дверь. По четверке кубков говорится о том, что ваше состояние, когда я уже ничего не хочу, мне все надоело, с этим тоже нужно заканчивать. Здесь говорится о том, что научитесь вот действительно отпускать ситуацию. Научитесь как-то прекратить постоянно собирать информацию, следить, пытаться вывести человека на серьезный разговор. Не нужно этого делать абсолютно. Здесь как-то погрузитесь в свой мир сейчас на данный момент. Займитесь собой, да, возьмите свою жизнь под контроль, начните что-то новое, вот прям я говорю, начните что-то новое. То есть как-то, чтобы вот эти ваши страхи и разбитое сердце, вот эта тяжесть, они ушли. Для этого нужно начать заниматься собой, своей жизнью, своими хотелками, своими желаниями и пробовать что-то новое. Мужчине будет предоставлено время на подумать. Да, то есть хочет он этого или не хочет, он останется на подумать. Я хочу задать вопрос, как будут дальше развиваться события, какие будут действия от мужчины ближайшие. Так, ну... Сначала хитрить будет, сначала и мудрить будет что-то, эгоизм свой показывать. Ну, это понятно, это неудивительно. Ну что, здесь будет пройден урок на осознание вашей ценности вообще в его жизни. Новые энергии мы здесь видим и... взросление, да, то есть какие действия, но не скажу, что это прям действия, но первое, что бросится в глаза, да, это то, что мужчина повзрослеет,
Вот здесь карту императора я по-другому никак не протрактую, только как то, что мужчина повзрослеет, мужчина действительно вырастет. Здесь будет уже какое-то желание действительно стабильности и наступит успокоение. То есть здесь как бы мужчина в плане своих эмоций, в плане своего эгоизма, в плане своего образа жизни, он успокоится по 4 мечей, да, то есть как-то станет более спокойный. По 9 жезлов говорится о том, что здесь действительно будет желание бороться, не то что желание, а решительность и готовность к трудностям. То есть здесь именно нам показывают мужчину, который повзрослел. Ну и в этот период, когда мужчина наберется своей опытности, скажем так, здесь проснутся чувства, здесь вы любимая дама, к которой он придет не с пустыми руками, и по рыцарю жезлов будет достаточно красиво, ярко и энергично проявляться. Вопрос в другом. Готовы ли вы ждать, пока этот мужчина повзрослеет, пока он там придет в себя? Ну, наверное, ответ каждый знает внутри себя. Если вы любите этого мужчину, то вы, конечно, будете ждать. Но не просто ждать, сидеть у окошка и вытирать слезу, глядя на пустую дорогу. Нет, заниматься собой в этот момент, да, заниматься своей жизнью, заниматься собой, развиваться. То есть это не должен быть какой-то застой. Да, это ожидание, но не застой, ни в коем случае. Кто не готов, но я еще раз повторяю, у вашей судьбы очень много веток развития. Вы можете всегда повернуть на другую ветку, как в метро в Москве, да, сел на другую ветку и хобана, ты уже в другой стороне. Точно так же и наша судьба. Перешел на другую ветку и пошли совершенно другие события в вашей жизни. Поэтому здесь, конечно, принимать решение вам. Но на дне у нас все-таки король кубков. Здесь говорится о том, что мужчина действительно любимый, вы его любите, и вы хотели бы быть его женой. Но вот эти ограничения, когда мужчина по луне, в каком-то дурмане, в каком-то тумане, вот, как бы в этом вся и проблема. В затуманенном сознании мужчины. Вот так. Если вы решите остаться с этим мужчиной, ждать его, какие будут ваши чувства, ощущения в браке с ним? Ну вот как бы это фантастично сейчас не звучало, но представьте, вот из этого говнюка, который сейчас на данный момент тусит, кайфажорит, радуется жизни, ходит направо и налево, этот мужчина превратится в очень стабильного и надежного мужчину, мужа. Король Пентаклей надежнее только император, девочки. Но императором он у нас уже здесь вышел. То есть здесь и надежность, и стабильность, и забота о вас как о женщине, и вклад в вас в семью, и чувства, да, по рыцарю кубков, проявление чувств, искренних, чистых. По 7 жезлов нам здесь говорится о том, что мужчина будет на вершине, мужчина будет готов защищать, оберегать, справляться с любыми трудностями, потому что нам показывали, что придет через уроки, через стагнацию, через отшельника, понимание того, что вы очень важна и очень нужна. Какие проблемы в браке с этим мужчиной могут возникнуть? Ну, господи.
Вас будет бесить, что данный мужчина, ну, он показался нам королем Пентакли, они такие неспешные, они приземленные, они такие медленные, они очень тщательно продумывают, прежде чем принять какие-то решения. Вас это будет напрягать. Почему? Потому что вот пока он делает выбор, пока он принимает какое-то решение, вам уже начинает казаться, что он вообще уже про все забыл, и что он уже никакое решение не принимает, уже столько времени прошло. То есть вот в этом плане будут какие-то разногласия. Тем не менее, здесь говорится о том, что мужчина будет для вас победителем, то есть он сможет затмить всех остальных мужчин своей энергией, своей решительностью, своим вкладом и работой над отношениями. Ну и, конечно же, по тузу мечей, вот здесь еще дьявол вышел, все-таки здесь привязанность некая существует, да, возможно, и некая кармичность отношений тоже. Но по тузу мечей здесь все-таки ясность и, как бы это сказать, все-таки от мужчины будет ясность и конкретика. Казалось бы, мужчина гуляка, но вот он превратится во взрослого, ответственного мужчину. Вот такое бывает. Так, в принципе, и происходит взросление у нас, да, через какой-то опыт жизненный. Ну что ж, девочки мои хорошие, для вас был у меня сегодня вот такой расклад. Пишите, пожалуйста, свои отзывы в том плане, как проигралось, что вам нравится, что не понравилось. Только, пожалуйста, в доброжелательной форме, негативный я всегда удаляю. Я негатив на себя абсолютно не хочу цеплять никакой. И, девочки, кому нужен личный расклад, обращайтесь, пишите, обо всем договоримся, все посмотрим. Еще раз напоминаю о том, что расклад общий, и гарантировать кому-то, что информация была 100% для вас, я не могу. Когда я делаю личный расклад, тогда я говорю 100% информацию для вас. Здесь же расклад общий. Что конкретно здесь было ваше, понятия не имею. Так что доверяйте своей интуиции, чувство принятия, отторжения и так далее и тому подобное. Я желаю вам счастья, здоровья, любви, надежного и любящего человека рядом. Увидимся в следующем видео.